Когда в 2003 году Porsche впервые представил Cayenne, фанаты марки были шокированы. Как в линейке легендарных спортивных машин вообще мог появиться кроссовер? Но скептикам пришлось быстро пересмотреть свое мнение, он оказался именно тем, что нужно рынку. Porsche в новом кузове объединил фирменное удовольствие от вождения с практичностью семейного автомобиля и моментально вошел в топ по продажам марки. Сегодня история повторяется. Cayenne снова стоит на пороге перемен, на этот раз в электрическую эпоху. Porsche готовит первый полностью электрический Cayenne, и хотя деталей пока немного, в компании уверена, формула успеха останется неизменной. Удовольствие за рулем, динамика и универсальность. Интересно, что немцы поначалу планировали радикальный шаг – полностью перевести Cayenne нового поколения на электротягу. Но позже решили идти по более гибкому пути. Бензиновые и гибридные версии останутся и получат свежие апгрейды, а электрокроссовер станет дополнением, а не заменой. Официальная премьера электро-Cayenne ожидается уже к концу этого года, и ввиду того, что Porsche показал модель в камуфляже и поделился первыми характеристиками. Кроссовер обещает быть очень интересным и мощным. А между тем испытания идут полным ходом. Прототипы электрического кроссовера уже несколько месяцев гоняют по дорогам всего мира, от жарких пустынь до заснеженных трасс. Проверяют все, и работу батареи в экстремальном климате, и поведение машины в обычных условиях. В компании явно хотят убедиться, что электрический Cayenne готов к любым условиям, как к ежедневным поездкам по городу, так и к более строгим вызовам. Поскольку компания показала только замаскированный прототип, делать выводы о дизайне еще рано. Но технические детали уже начинают вырисовывать интересную картину. Будущий электрокроссовер Porsche базируется на 800-вольтовой архитектуре Premium Platform Electric. Это та же платформа, которая лежит в основе новых электрических Macan и Audi Q6 и Tron. Новенький кроссовер будет предложен в 3 версиях, и все они будут с полным приводом. Сзади установлен электромотор своей разработки Porsche, а спереди электродвигатель от Bosch. Предварительно версии будут следующими: базовая версия, вариант S и Cayenne Turbo. Точные показатели мощности пока держат в секрете, но компания заявляет, что топовая версия сможет развивать до 1000 сил. При этом базовый вариант будет иметь около 450, а средняя версия – примерно 650 сил. Важно, что максимальные 1000 лошадей в топовой версии будут доступны только в режиме Overboost и только на ограниченное время, для мощных разгонов, но не для постоянной езды. Такая силовая установка, по словам инженеров компании, превращает массивный 2700-килограммовый кроссовер в настоящую ракету. В самой мощной версии он разгоняется до 100 км в час менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость может достигать 2500 км в час. В основе лежит огромная никель-марганцево-кобальтовая батарея на 108 кВт-часа. Ее емкости достаточно, чтобы обеспечить запас хода до 600 км по циклу WLTP. Понятно, что от выбранной конфигурации показатели будут разные. Но еще интереснее возможность зарядки. Porsche заявляет, что при использовании 1000-вольтовых зарядных станций можно добиться пиковой мощности до 400 кВт. На самом деле это означает, с 10 до 80% такой большой аккумулятор заправляется всего за 16 минут. Правда, ключевой момент здесь состоит в том, чтобы найти станцию, способную выдать такие показатели. Инженеры предусмотрели даже охлаждение блока питания как сверху, так и снизу. Для Porsche это впервые. А теперь к самому интересному. На автосалоне в Мюнхене компания показала первую в мире беспроводную индуктивную зарядку. Никаких кабелей и тяжелых разъемов. Достаточно иметь специальную платформу, встроенную в пол гаража или парковочного места. Машина сама зарядится просто стоя на месте. Мощность достигает 11 кВт, что соответствует большинству современных зарядных домашних станций и позволяет спокойно пополнить запас энергии за ночь. Работает система достаточно просто. Под платформой проходит питающий кабель, но к автомобилю подключаться вручную не нужно.
Достаточно припарковать автомобиль над зарядной станцией, сориентироваться поможет система кругового обзора. Когда машина станет в нужное положение, пневмоподвеска автоматически слегка опустит кузов, уменьшая расстояние между зарядкой и приемником кроссовера до 10-15 см для максимальной эффективности. А контролировать все можно через приложение MyPorsche на смартфоне. Сколько займет процесс зарядки и сколько будет стоить сама технология, компания пока еще держит в секрете. Известно лишь, что первыми новинку попробуют в Европе уже в следующем году. И судя по вниманию, которое компания уделяет этой разработке, ставка серьезная. Беспроводная зарядка обещает стать важным шагом в будущем электромобилей. Кроме того, инженеры предусмотрели для новинки мощную систему рекуперации на 600 кВт. Это означает, что энергия, которая обычно теряется во время торможения, теперь возвращается в батарею с большей эффективностью. Подвеска тоже заслуживает отдельного внимания. Здесь применена пневмоподвеска в сочетании с адаптивными двухклапанными амортизаторами. Такая комбинация позволяет автомобилю буквально подстраиваться под дорогу и стиль вождения. К примеру, при скорости свыше 70 км в час клиренс автоматически уменьшается на 10 мм, а когда стрелка спидометра переваливает за 135 км, еще на 30. И все это без доплат, ведь система входит в стандартное оснащение. В качестве опций будет предлагаться управление задними колесами и карбон-керамические тормоза. Интересный штрих в аэродинамике – это выдвижные крылышки, спрятанные прямо в заднем бампере. Эта нестандартная конструкция оснащена парой аэродинамических элементов, которые раскрываются и выдвигаются на задней части автомобиля при скорости свыше 60 км в час. Инженеры Porsche говорят, что они стабилизируют обтекание задней части внедорожника и помогают добиться эффективного коэффициента лобового сопротивления 0,25. В компании уверяют, новый кроссовер станет еще ближе к настоящему внедорожнику. Электропривод здесь играет ключевую роль, он открывает больше возможностей для бездорожья. Все благодаря продуманной подвеске, умным электронным помощникам и отсутствию уязвимых механических узлов снизу. Аккумуляторы, конечно, есть, но для спокойствия будущих клиентов можно заказать внедорожный пакет. Он добавляет защиту днища и новые бамперы, заметно улучшающие углы въезда и съезда. Отдельное внимание было уделено режиму для бездорожья. При его активации электроника изменяет распределение крутящего момента между осями. А электронно управляемый дифференциал повышенного трения помогает держать сцепление даже там, где дороги уже давно закончились. Чтобы будущие владельцы не сомневались в надежности всех этих систем, Porsche устроила Cayenne экстремальные испытания. В жарких регионах проверяли, как работает климат-контроль, охлаждение батарей и привод при температуре до плюс 50 градусов. В Скандинавии машины запускали при минус 35 градусов, тестировали управляемость, тягу, торможение и работу всей динамической электроники. И это еще не все. Часть сценариев инженеры отрабатывали виртуально. Цифровое моделирование на композитных стендах позволило смоделировать сотни возможных ситуаций. Дизайнерские решения нового Porsche пока тщательно держатся в секрете. Но уже известно несколько интересных деталей. Внутри появится новый мультимедийный экран диагональю 12,8 дюйма, который изогнут под углом 45 градусов. И полностью переработана цифровая приборная панель. Такой подход обещает сделать управление автомобилем более интуитивным и современным, сохраняя при этом фирменную простоту в стиле Porsche. Среди новых функций комфорта – подогрев подлокотников, а еще панорамная стеклянная крыша, прозрачность которой можно регулировать. Практичность тоже не оставили без внимания. Задний багажник стал просторнее, а дополнительно появился передний отсек объемом 90 литров. Премьера нового электрического Cayenne запланирована на конец этого года, а в продажу новинка должна поступить в начале следующего года. Цены пока не объявлены, но для ориентира. В Германии новый бензиновый Cayenne стоит от 101 500 евро за базовую версию, а топовая, такая как турбо и хайбрид купе, начинается от 191 200 евро. Если подытожить, Porsche вновь доказал,
Даже в эпоху электричества можно сохранить суть бренда, удовольствие от вождения, универсальность и смелые технические решения. Новый электрический Cayenne обещает стать настоящим эталоном мощности, комфорта и продуманной инженерии. Кроссовер вновь показывает, как сочетать дерзость спортивного ДНК с технологиями будущего. В общем, держитесь, фанаты скорости. Cayenne готов удивлять снова, только теперь с молнией под капотом. Спасибо, что досмотрели до конца видео. Лайк, подписка и комментарий – это ваш маленький, но очень важный вклад в наш канал. А вам ровных дорог, ярких эмоций и чтобы каждый день за рулем приносил удовольствие. До встречи в следующем видео.